Невероятная прожорливость, агрессивный характер, тяжелое вооружение и множество защитных тактик, позволяющих уйти невредимым даже при встрече со львами. Один из главных бандитов Африки, которого по праву можно называть злейшим врагом крокодила. И, конечно же, искусный истребитель змей. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – вечно голодный нильский варан. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Нильский варан – крупнейшая ящерица Африки. При средней длине тела около 1,5 метров их масса может достигать 10 килограмм. Но отдельные особи вырастают почти до 2,5 метров и могут весить свыше 15 килограмм. Этих созданий можно встретить на большей части континента к югу от Сахары. Они отсутствуют в пустынях, отдавая предпочтение берегам водоемов. Нильский варан, несомненно, является настоящей машиной для убийств, ведь все его тело идеально приспособлено к драке. Крепкий череп с множеством мелких, но острых зубов дополняется мощными лапами с крупными изогнутыми когтями. Но главным оружием становится длинный хвост. Этот грозный хлыст, целиком сотканный из развитых мышц, может двигаться с невероятной скоростью и наносить серьезный урон практически любому сопернику. Возможно, именно поэтому с вараном не желают связываться даже львы. Рептилии не входят в основной рацион этих больших кошек, но молодые и неопытные животные проявляют излишнее любопытство. При этом варан, способный быстро бегать, решает занять оборонительную позицию, ведь бегство мгновенно пробудит охотничий инстинкт львов, в то время как шипение и демонстрация агрессии срабатывают, и все попытки попробовать ящера на вкус пресекаются молниеносными атаками. Попадание в цель может нанести серьезную травму или даже лишить соперника зрения. Поэтому, имея численное превосходство, хищники быстро теряют интерес к столь недружелюбному созданию. Даже у более ловкого леопарда не хватает смелости напасть. Он то и дело обходит противника и пытается найти его слабую сторону. Но похоже, что длинный хлыст достанет в любом направлении. Наконец, после очередной попытки хвост просвистел в опасной близости, поэтому леопард уже вряд ли продолжит эту игру. Голодный варан совершенно неразборчив в еде. Отправляясь на промысел, он проглатывает все, что только полезет в огромную глотку, включая птиц, неважно живых или мертвых, птенцов и, конечно же, яйца. Водяная авдотка по праву может считаться одной из самых отважных африканских птиц, ведь она строит свое гнездо прямо под носом гигантского нильского крокодила. На самом деле, таким образом птицы спасают яйца от хищников, которые вряд ли рискнут приблизиться к грозной рептилии. Но чаще это вполне взаимовыгодное отношение, ведь кладка крокодила тоже прикопана неподалеку. Целых 2 месяца мать ревностно охраняет яйца, почти не отлучаясь даже на поиски пищи. Но она не может вечно находиться под палящим зноем, поэтому время от времени потомство остается без присмотра. Чем с удовольствием пользуется нильский варан, ведь он просто обожает разорять чужие гнезда, и даже скрытые в песке яйца с легкостью обнаруживаются благодаря превосходному обонянию. Но на пути хищника встает пернатый защитник, который, рискуя собственной жизнью, всеми силами пытается прогнать незваного гостя. Вскоре к драке подключается и второй родитель. При этом птицы не только угрожающе расправляют крылья, но и умело орудуют клювом. Вряд ли они могут нанести бронированной ящерице хоть какой-то урон, но у них получается задержать варана до прихода куда более опасного соседа. При этом без присмотра столь бдительных пернатых кладку крокодила может ждать печальная участь. Местные чибисы и зимородки также гнездятся неподалеку, но их тщетные налеты игнорируются голодным ящером, который методично раскапывает землю своими огромными когтями и поглощает яйца одно за другим.
Также известно, что ящеры могут работать в паре. Пока один отвлекает самку крокодила, другой преспокойно обедает. Варан вдвое быстрее и проворнее гиганта, поэтому он не стесняется продолжать поиски прямо под его носом. Этих созданий не зря называют злейшими врагами нильских крокодилов, ведь они ответственны за уничтожение почти половины всех отложенных яиц. При этом целая кладка может быть съедена менее чем за час. Кроме того, как и другие крупные ящерицы, этот хищник не может пройти мимо змей. Его добычей может стать даже небольшой скальный питон, который усмиряется невероятно резкими движениями и относится в более укромное место. Хотя прежде всего нильские вараны – падальщики, которые никогда не упустят легкую добычу. Но не в том случае, когда у туши уже есть хозяин. Являясь отменным бегуном, варан запросто обгонит человека на короткой дистанции. Кроме того, это превосходный пловец. Мощный хвост приводит в движение гибкое тело, поэтому ящер часто находит спасение в воде и практикует подводную охоту. Задерживая дыхание, он может спокойно бродить по дну водоема около 15 минут. В брачный сезон между самцами-одиночками вспыхивают настоящие ожесточенные бои. Крепко обхватив друг друга, каждый варан пытается повалить и прижать соперника к земле, что будет означать его поражение. Но в пылу сражения ящера не устраивает капитуляция. Он догоняет противника и принуждает его к продолжению битвы. Однако драки не часто оканчиваются травмами, главное своевременно удалиться. В естественных условиях срок жизни варана редко превышает 10 лет. При этом местные жители охотятся на них ради мяса и в особенности из-за ценной шкуры. Кроме того, большая часть ящериц погибает в первый год жизни, однако все это компенсируется довольно высокой плодовитостью. Эти ящеры являются одними из самых приспособленных животных. Они быстры на суше и проворны в воде. У них мощные атакующие и защитные механизмы, превосходное обоняние и невероятно широкий рацион. Поэтому нильские вараны способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям. И, скорее всего, будущее их популяции вполне благополучно. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!